Дамы и господа, мы сломали Hurricane. Ну, точнее, он сломался, а мы его разобрали. Если у вас уже есть непреодолимое желание написать в комментариях «Да-да-да, мы же так и говорили, все так и случилось», пожалуйста, вот здесь вот комментарии, проходите и пишите, не сдерживайте себя. Если вам все же интересно узнать, как у нас на операционном столе оказался этот мотор, приготовьтесь. Это будет длинная история, не столько про этот конкретный мотор, сколько про Hurricane в целом. И сегодня мы постараемся понять, что в принципе с Hurricane'ами не так и сколько же в итоге проживет рэм с 3-литровым мотором. Поехали! Для начала расскажем краткую предысторию того, что случилось. К нам в клуб обратился владелец нового рэма с 3-литровым мотором с просьбой помочь ему. В какой-то момент его автомобиль пожаловался на низкий уровень масла. Первый сервис, в который приехал человек, сказал, что масло на доливку купить нельзя, можно только поменять целиком. Ну, бог им судья, масло поменяли, и спустя несколько сотен километров у машины загорелся чек. Еще через несколько сотен километров появились пропуски зажигания. Владелец вернулся в этот сервис, сервисмены выкрутили свечу в 6-м цилиндре и увидели, что она вся в масле. Свечу почистили, прокалили, завернули обратно, прокатились пару сотен километров, заглянули эндоскопом в цилиндры, а там вот это. Весь цилиндр полный масла, все клапана в масле, свеча, естественно, в масле, двигатель жрет масло как не в себя. На вопрос, что делать, в чем вообще неисправность, сколько может стоить эта работа, у сервиса ответов уже не было. Поэтому владелец машины, собственно, и обратился в клуб с просьбой помочь ему разобраться. Мы подключили наших партнеров из Atlantem, подключили еще одного очень важного эксперта, который в силу своего опыта видел и конвейер Chrysler, и моторы Chrysler изнутри, и разбирал их, и собирал. И уж кто-кто, а он точно разбирается в этих двигателях. В гостях у нас главный рукожоп-моторист всея Руси, специалист по Крайслеру Евгений. Передаю вам топливную рампу. Приветствую, приветствую. Диагностика по фотографии привела к однозначному выводу. Так ездить дальше нельзя. Мотор надо разбирать. Забегая вперед, скажем, что это было единственное правильное решение, по-другому было просто нельзя. Если мы прямо сейчас скажем вам диагноз, это будет довольно бессмысленно, хоть и очень весело, конечно. Чтобы понять, откуда ноги растут, давайте обратимся к исторической справке. Как вообще появился 3-литровый Hurricane? Предпосылок к созданию этого мотора, в общем-то, две. С одной стороны, это зажатые экологические нормы, а с другой стороны, это спрос клиентов на мощный мотор. То есть им нужно было чем-то заменить V8. Такого мотора в линейке у Chrysler и у Stellantis вообще не было. Поэтому пришлось разрабатывать Hurricane. Скорее всего, у них было два источника вдохновения. Первый – это древняя шестерка на 4 литра, которая ставилась на Grand Cherokee. Вот этот кондовый, чугунный, который всеми любимый, неубиваемый и так далее. Второй двигатель, которым они вдохновлялись, скорее всего, это двигатель конкурентов Ford Barra. Несмотря на то, что он выпускался только для рынка Австралии и Новой Зеландии, он получил славу среди любителей тюнинга за свою невероятную надежность и способность выдерживать колоссальные нагрузки. Это такой 2JZ, но в американском формате. За основу для нового 6-цилиндрового двигателя Stellantis взяли двигатель GME T4. Это 4-цилиндровый турбомотор, который в американской, это важно, в американской версии с 2018 года ставится на джипы. Jeep Wrangler, Jeep Cherokee и китайская версия, да господи, как он называется-то опять? Китайский Jeep Grand Commander. В результате добавления 2 цилиндров к этому мотору и перекомпоновки разных элементов получился двигатель GME T6. Это тот самый 3-литровый Hurricane, который стоит на рэмах и на Grand Wagoneer'ах.
Бытует мнение, что GME T4 и GME T6 это разные моторы, но это не совсем так. Да, у них много отличий, но архитектура у них одна. Основное отличие этих моторов заключается в блоке. Блок у GME T4 алюминиевый, но с чугунными гильзами, а у GME T6 блок не гильзованный с плазменным напылением, из-за чего этот блок фактически не ремонтопригоден. Второе отличие – это архитектура самого блока. Американский, что важно, T4 построен по открытой архитектуре, то есть между цилиндрами мало металла, а GME T6 построен на полностью закрытом блоке, то есть между цилиндрами металла дофига, чтобы он мог выдерживать нагрузки. Я неспроста уточняю, что T4 в американской версии, потому что еще один сюжетный поворот в том, что прародителем вот этого американского T4 был двигатель Альфа-Ромео. И у Альфа-Ромео был блок закрытого типа. Почему в джипах сделали открытую архитектуру? Ну, потому что нагрузки просто не такие большие и так сойдет. А в Т6 нагрузки большие, поэтому закрытый блок вернули обратно. Новый мотор Т6, кстати, при разработке планировали ставить в Альфа-Ромео и Мазерати. Но, как мы знаем, наибольшее распространение в момент выхода он получил на джип Grand Wagoneer. И владельцы автомобилей с этим мотором первые несколько месяцев были очень довольны. Он показывал себя лучше, чем GME T4, у которого постоянно ломало поршни из-за детонации. И в принципе проблем с ним не было. Первые проблемы начались через несколько месяцев, и главный его косяк на момент выхода – это было охлаждение. Двигатели перегревались, кипели и выдавливали прокладки. В первую очередь это было связано с косячным термостатом. Вы наверняка знаете, что все детали у Крайслера имеют свой код, который заканчивается двумя буквами. Вот когда выходит первая версия детали, она в конце имеет букву АА, AA. А дальше в процессе каких-то улучшений или переносов производства эти буквы меняются. AB, AC и так далее. Так вот, термостат исправленный имеет маркировку AH, AH. Если у вас есть в хозяйстве 3-литровый Hurricane, не поленитесь, посмотрите, какую маркировку имеет термостат, и если там что-то ниже AH, срочно его поменяйте на новый модернизированный. Вторая болезнь, которая была у этих моторов, это разрушение патрубков радиатора. Первые пару лет патрубки просто рассыпались из-за производственного брака. Отламывался вот этот штуцер или разрушалась вот эта вот часть. Но потом этот брак устранили, и патрубки пошли нормальные. Еще одна проблема с охлаждением связана с самой геометрией двигателя. Двигатель 6-цилиндровый, он вытянутый в колбасу, у него самая теплонагруженная часть – это 6-й цилиндр. Во-первых, 6-й цилиндр дальше всего по системе охлаждения. Во-вторых, двигатель стоит в такой выемке в моторном щите, и 6-й цилиндр просто не обдувается. И в-третьих, моторный щит теплоизолирован, и он не только не охлаждает, он еще и отражает тепло обратно к этому 6-му цилиндру. И мало того, что двигатель сам по себе теплонагруженный, у него еще и жидкостный интеркулер. То есть нагрузка на систему охлаждения там будь здоров. Но это все решаемые проблемы. Термостат поменяли, патрубки перестали делать бракованные, а чтобы система охлаждения справлялась с циркуляцией вот этих вот литров антифриза, поставили вторую дополнительную помпу. Так и написано, в памп. Тем не менее, даже на нашем подопытном блоке есть следы локальных перегревов. Вот посмотри. Ну вот, цветность, побежалость. Видишь, раз, здесь нету, здесь нету. Вот здесь нету, вот здесь нету. Вот на 2 средних цилиндрах есть побежалость. Соответственно, и здесь такая же самая ситуация, где это вот она вот средний цилиндр, да, видишь? Это в данном случае 4-й и 3-й. А это значит, что самое интересное еще впереди. В погоне за мощностью и экологичностью в Hurricane применены очень сложные технологии, и очевидно, что не все они доработанные.
Опасения вызывает топливная система с непосредственным впрыском. У нас в баке располагается не топливный насос, а целая топливная станция со своим блоком управления. И помимо этой топливной станции, подкачивающей, у нас еще и стоит топливный насос высокого давления, механический, который приводится в движение непосредственно механической частью, нагнетает. И сложная, конструктивная форсунки прямого впрыска. То есть как бы это все следствие. И я раскрою такую маленькую тайну, что топливный, вот эта вот смесь, комбинация подкачивающей станции основной и механического топливного насоса, они, как правило, друг с другом не особо дружат. То есть они не любят друг друга. Возникают пульсации в системе топлива. В каких-то определенных режимах или... Да. В районе где-то, наверное, 3,5-4 тысяч оборотов возникают топливные пульсации, что негативно сказывается на том или ином агрегате, я имею в виду в топливной системе. Второй момент, который вызывает вопросы, это цепь привода топливного насоса. Обычная классическая цепь перевернутого типа, гидравлический натяжитель, хоть цепь и короткая, но, конечно, я не знаю, может быть, это привело бы к удорожанию производства, но обычно на такого вида класса цепей должен быть ограничитель. Стопор хотелось бы иметь, да, что при потере давления, чтобы гидравлический натяжитель не отпрыгивал назад после потери давления. Потому что данного вида цепи, они склонны к перескоку, то есть проскакивать при ослаблении. Вот, как бы, это вот маленький, цепь, и опять же повторюсь, цепь короткая, возможно, как бы, конструктивно на диностенде как бы не потребовалось здесь устанавливать стопора на гидронатяжитель. А вот к масляному насосу как раз вопросов нет. Колесо масляного насоса очень производительное, оно очень глубокое, очень достаточно производительный насос, прям видно, что Не пальцем делал. мощный насос. И у него система регулировки подачи масла зависит не от оборотов, а от привода соленоида. Ну и раз уж мы начали говорить про систему смазки, отдельного внимания здесь заслуживает шортблок. GME T6 это современный мотор с современными допусками в системе смазки и в подшипниках скольжения в частности. Больших зазоров в системе смазки в этом двигателе нет, поэтому двигатель собирается по-особенному. Также собираются моторы Toyota и всем вам известный Pentastar 3.6. Блок и коленвал имеют свои калибровочные обозначения. Вот на левой стороне блока в районе бач-кода мы имеем характерные обозначения. Буквенная интеграция – это коренные вкладыши NL, ML, семизначный. И, соответственно, то же самое указано для коленвала. Здесь у нас обозначение идет сначала шатунные, потом коренные. Здесь у нас идет 3, 2, 2, 2, 2, 2. Это касается шатунных. И коренные у нас идет D, K, M, M, N, N, K. Семизначный код, комбинация. Существует формула вычисления этих вкладышей. Мы берем значение с блока из колена, подставляем в эту формулу и получаем, какой именно вкладыш нам нужно сюда поставить. Вот точно в таком же квадратике, на вот этом черном вкладыше, была отображена вот такой же вот циферный символ. Невозможно точно собрать систему кривошипно-шатунную, не подобрав правильно по этому номинальную систему, не подобрав правильно подшипник, либо вкладыш. Соответственно, к чему это приведет? Это приведет к неправильному вращению, закусыванию, неправильным зазорам и так далее и тому подобное. То есть, несвоевременному выходу из строя двигателя. Это 100%. Подшипники либо расплавят их от трения, от недостаточной масляного клина,
либо просто будет избыточный масляный клин, потеря давления. Вот и все. Это значит, что если мы начинаем точить коленвал, например, мы уже не можем подобрать номинальную систему. Есть специальный инструмент, вот так называется. Пластигауч такой. Это такие колбаски пластилина, которыми можно проверять зазоры в подшипниках скольжения. Ну, казалось бы, что, бери колбаски, да подбирай. Там один вкладыш не подошел, ну, значит, там побольше или поменьше. Нифига, блок-то алюминиевый. А чтобы проверить зазор, его надо затянуть с моментом. Все бугели протянуть, все вот это вот. И раз на 5-й, на 6-й у нас фигак, и резьба выходит из чата. То есть, да, проверить зазоры мы можем, но только один раз. Вот собрали, проверили, что все хорошо, и все, и больше не трогаем. То есть, если мы касаемся в рамках этого мотора с его плазменным напылением цилиндров, с калибрацией всего-всего, чего только можно, то, по сути, его можно назвать, этот двигатель, одноразовым. Ну, он фактически таким и является. Ну, не ремонтопригодный. Не ремонтопригодным, совершенно верно. Весь шорт-блок, блок, шатуны, поршни, колено, вкладыши, кольца, это все такая одна большая неделимая запчасть. Но это все не проблема. Оно есть, но оно у всех современных моторов плюс-минус так же. И то, что с 3 литров снимается 540 сил, это тоже не проблема. На современных моторах это нормально. Можно на те же ваговские моторы посмотреть. 2.0 TSI, и с него снимают много сил. Он ездит и при этом не ломается. Сам по себе мотор нормальный. Он может ездить и ездить. Проблема тут в другом. Не охлаждение, не архитектура, не вот этот неремонтопригодный шортблок. Что тогда убьет Hurricane? Тут опять мы переключаемся на интересные факты. Есть такая компания Nemak. Chrysler литьевым производством у себя не занимается. Ну, очевидно, они не льют ничего. А вот компания Nemak, она как раз специализируется на литье всякого и прям по всему миру. В том числе у них в Ульяновске есть завод. Или был, они его там продали вроде как. В общем, вот эта компания Nemak, она делает все литьевые части для BMW, VAG Group, ну, в том числе и для Chrysler, и для Рэмов, и вот в том числе и для мотора Hurricane. И основная у нее специализация — это литье под высоким давлением. Вот все точные части, типа корпуса турбин, головки блока, они льются под высоким давлением. Если мы посмотрим литье под высоким давлением, мы можем снаружи увидеть, да, вот литейные недоработки. Или литники, так скажем, куски литников, какую-то недоработки какие-то снаружи. Тяп-ляп. Ну, это мы не называем, это наружная часть. А если мы обратим внимание на внутренний конструктив, для подсистемы охлаждения, подсистемы смазки, все достаточно должно быть сделано, ну, с прямыми, так сказать, Ну, здесь руками. получше. Ну, здесь отлично, я бы даже сказал, сделано. Здесь, в головке блока, да, есть там какие-то нюансы, есть нюансы, но они не такие значительные, не такие ощутимые, что мы сейчас увидим в двигателе. А вот блок льется под низким давлением. И там эти дефекты есть и снаружи, и внутри. Если мы вот смотрим наружную часть, да, вот более детально, посмотреть, какое качество литья, просто ужасное. Наружная часть-то это ладно, это нормально, может допускать такие огрехи, но внутреннее литье двигателя. Я понимаю, что этот мотор отлит под низким, литье выполнено низким давлением, но это совершенно просто не допускает такого качества литья. То есть они борются за охлаждение, ставят дополнительную помпу, меняют термостаты, но при этом они забили напрочь на каналы в блоке. Дальше смотрите, берем шатунный вкладыш от 5-го цилиндра, например. Это не тот, с которым у нас проблема, это нормальный цилиндр. Мы берем от него вкладыш, а на нем видны следы. Характерные следы
сборки двигателя без лубриканта. Грязный, просто грязный собранный двигатель. Это для данного позиционирования силового агрегата, с которым преподносит производитель его и как он его рекламирует, это просто недопустимо. Вот это просто недопустимо. Все вот эти следы на цилиндрах и на вкладышах нам говорят о том, что мотор просто собран максимально небрежно. Получается, что проблема не в том, как этот мотор устроен, не в том, что он там как-то передут или что-то там не хреновое топливо, не какое-то плохое масло, а в том, что его хреново собирают. Вот этот наш мотор, как он здесь оказался и что с ним в итоге было. А ему просто при сборке забыли поставить маслосъемное кольцо. То есть ребята начали его разбирать, вынимают поршень, а там верхнее кольцо есть, сепаратор есть, а нижнего кольца нет. А он где-то там вот в Мексике лежит. Вот и все. Вот и вся причина. Мотор, он даже не сломался, по сути. Он не дособрался. Его не дособрали. Ну, вот для этого мотора конкретного мы, естественно, подобрали кольцо. Мотор соберется и поедет дальше. Благо, его не успели положить, его вовремя разобрали. Его сейчас можно собрать и поехать. Как мы уже говорили, сам по себе двигатель со всеми его плюсами и минусами имеет право на жизнь. С ним не все так плохо, он нормальный. Проблема не в этом моторе, а в принципе в индустрии в целом. Две главные причины, которые убивают современные моторы, это зажатая экология и удешевление производства. А значит, получается, Hurricane-то делают хреново, вот не то что Hemi. Hemi делают так же хреново, как и Hurricane, просто архитектура Hemi позволяет ему ездить сломанным и плохо собранным. В свое время, когда вышла генерация двигателя Hemi, который я рассказывал, они боролись просто за производительность и за рынок. Они катали каждый двигатель на стенде, обкатывали. Боролись за ресурс мотора. А потом в дело включились эффективные менеджеры, начали удешевлять производство и давай раскидывать его там по всему миру. Это мы будем производить здесь, это мы будем делать там. И в итоге сейчас получается, что каждый узел двигателя производится где-то в своем уголке. Маслонасосы в свое время производились в Корее, блоки производятся в Мексике. И везде, во всех этих точках своя культура производства. Вася там так собирает, Петя там так собирает, корейцы, у них вообще свое видение. И срастить это не только логистически, но и культурно, это практически невозможно. Мы, конечно, не утверждаем, что Крайслер сам по себе говно, да, они пытаются бороться, они какие-то делают слияния, они выкупают какие-то компании, кому-то что-то продают, то есть как бы есть там толковые люди. Возьмем наиболее крупнейших там производителей, Вагглет, BMW тот же самый, там, Mercedes и тому подобные вещи, даже те же самые китайцы, серьезные какие-то так, концерны. Все равно они все упираются в рак. И получается на выходе вот это. Вам может достаться просто мотор, которому не повезло. Если вам повезло и вашему мотору повезло, то все хорошо. Он будет ездить, никаких проблем. Если вам не повезло и мексиканец зажал поставить колечко, унес его к себе домой, увы и ах. Мы со своей стороны готовимся к апокалипсису и разрабатываем разные решения. Общаемся с профильными сервисами, готовим программу гарантии, чтобы вы, покупая автомобиль с таким мотором, не боялись, что он у вас через 2 недели сломается и вам придется за свой счет покупать новый мотор. Я надеюсь, что у нас с этим что-то получится и все будут счастливы. Покупать или не покупать Hurricane — это на ваш выбор, вы все видели. Главное теперь подписаться, не отписаться и следить за новостями. Будем вас держать в курсе и рассказывать вам интересные истории. Всем пока!